Ролик создан при поддержке моего телеграм-канала, ссылку на него ты найдешь в описании. Город Байрон – первоклассный мегаполис, полный высокоразвитых технологий, ориентирован на то, чтобы обеспечить каждому гражданину легкую жизнь. Тем не менее, демоническая опасность – это регулярная битва, с которой им приходится сталкиваться, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни. Шо Агата – борец с опасностями демонов и генеральный директор офиса ИС, компания, которая участвует в тендерах на работу по уничтожению демонов, и не живет мечтой, которую предлагает правительство. Шу живет на последние деньги, даже несмотря на работу, которую он получает. И это связано с его безрассудным отношением к тратам. Его напарница, демон Кисара, помогает ему питаться и сражаться, но делает это со слишком большой страстью, которую Шу едва может вынести, но у него нет выбора. Прождав более 3 месяцев контракта на извлечение демонов, он наконец получил его и был готов к работе. Он желает Кисаре спокойной ночи и отправляется в путь. Когда он добирается до казино, в котором заперт демон, он объединяется со своим другом, на которого он раньше работал, Аяна, которая также является его поклонницей. Когда они начали сражаться, они обнаружили, что демон был невосприимчив ко всему высокотехнологичному оборудованию, и скорее всего они провалят эту миссию. Во время драки демон чуть не раздавил Шу, но внезапно на сцене появляется Кисара и спасает его. Она присоединилась к битве, но демон оказался сильнее. В этот момент единственным решением для пары было возобновить свой ритуал, который включал в себя поцелуй. Интимно поцеловав друг друга, Кисара набрала сил и смогла легко победить демона вместе с Шу. Но битва не окончена, так как по контракту они нанесли большой ущерб зданию и окружающей среде. Кисара должна спасти здание от надвигающегося разрушения. Битва с демоном в казино окончена, но здание не выдержало удара и рухнуло на землю. Как обычно, правительство скрывает это, рассказывая отличную историю, в отличие от ужасной битвы с вторжением демонов. Шу продолжает участвовать в торгах с помощью Кисары, но у него еще много долгов, и его только что заключенный контракт будет оплачен в конце следующего месяца. Он обращается к Аяна за помощью, чтобы получить больше контрактов, но когда она видит пост Кисары и Шу, она начинает ревновать и меняет свое мнение. Мэр города запланировал вечеринку, чтобы отпраздновать технологический процесс города, но не подозревает о вторжении демонов, которое вот-вот поразит его. Бюро по борьбе с демонами набирает обороты и сделает все, чтобы защитить город, не сообщая горожанам о яростных демонах. С появлением возможной демонической угрозы, Шу и другие борцы с демонами приступили к работе. Они заняли свои позиции и были готовы атаковать любого демона, который попытается побеспокоить группу. Сын мэра интересуется Кисарой, потому что они ходят в одну школу, но она сосредоточена на миссии и отмахивается от всех отвлекающих факторов. Когда мэр начал говорить, демон проник сквозь стены на сцену и уже собирался завладеть мэром, но тогда Кисара быстро бросилась сдерживать демона. Другая команда начала утомительную погоню за демоном и поставила ему шах и мат. Демон начинает умолять, чтобы его не убивали, но когда Шу и Кисара собираются застрелить его, Шу получает приказ привести демона живым. Единственным решением было использовать оборудование для захвата, которое стоило бы столько же, сколько бы им заплатили за эту миссию. Кисара пытается убедить Шу не заказывать снаряжение, так как это была их единственная возможность получить деньги на пропитание на месяц, но он настоял на покупке. Пока они спорили, демон прыгнул через здание и попал под автобус доставки. Когда курьер принес снаряжение, это было уже бесполезно. Шу просыпается от страшного сна о своем прошлом и вспоминает, почему он сражается с демонами, чтобы вернуть свою семью. Когда он смотрит на фотографию своей семьи, он видит, что Кисара приклеила свою фотографию и начинает злиться. В город Байрон снова вторгся демон, и на этот раз это одержимый демоном рабочий с опасной площадки северного завода. Он превращается в огромную гусеницу, которая коротит все электричество в некоторых районах. Правительство и бюро по борьбе с демонами снова вмешивается и придумывает лучший план. Как обычно, все компании, занимающиеся убийством демонов, отправляют свои задания для заключения контракта. Шу отправил свою заявку и выиграл торги, но не был присужден из-за новой информации, поэтому они передали контракт другой компании. Когда Шу прекратил бой, команда изо всех сил пыталась поймать демона, но потерпела неудачу и чуть не погибла. Шу видит поражение и звонит, чтобы предложить помощь. Сначала директор настаивает на обратном, но согласился, когда все варианты были исчерпаны. Кисару приходит на встречу с Шу, поскольку он был награжден за эту работу, и она пытается напомнить ему о своих воспоминаниях, но он затыкает ее поцелуем. По всей видимости, он продал свою память за силу, которую он получил от демона, и не был готов прекратить борьбу сейчас. Потере памяти даже способствовало
потому, что он относится к своей первой любви Аяна как к незнакомке. Когда Кисара и Шу восстанавливают свои силы поцелуем, Кисара получает силу и атакует демона. Шу добивает его своими силовыми пулями, оставляя демона лежать на земле. Но как долго Шу будет отказываться от своей памяти ради силы? Тони Росса, член преступного синдиката Оркас, был одержим демоном, но команда Аяна задержала его и оставила в больнице. Однако причина убийства Тони была подозрительной, что требовало вызова детектива Миками из бюро по борьбе с демонами. Аяна узнала о Тони на прошлой неделе в парке, поэтому она отвела Миками в парк для дальнейшего расследования. Кисара увидела их тоже и позвала Шу. Сначала они пришли к выводу, что драка была между двумя сильными мафиозными группировками, в котором была группа Тони и получала силы от демонов. Пока они все это обсуждали, им позвонили, что противостоящие мафии убили Тони. Миками и полиция отправляются в обитель другой мафии, серпентов, чтобы выловить преступника, но встречает смерть всего отряда. Поскольку они продолжали использовать связанное преступление для поимки преступника, они обнаружили, что это была подруга Тони, Мария. Судя по всему, она получила некоторые силы от демона и не остановится ни перед чем, чтобы отомстить тем, кто повлиял на смерть ее парня или видел, как он умирал в больнице. Позже Аяна обвинила Шу в том, что он забыл важные вещи их отношений и начала плакать далеко от него в темном месте. Когда она плачет от всего сердца, Кисара встречает ее, чтобы объяснить ее условия состояния Шу. Она сказала ей, что Шу постепенно теряет память в обмен на силу, необходимую ему для победы над демонами. Аяна услышала достаточно и ушла. Пройдя некоторое расстояние, она услышала шаги сзади и подумала, что эта Кисара следует за ней. Но, к ее удивлению, это была одержимая демоном девушка Мария. Мария появилась позади Аяна и хотела отомстить, но была остановлена Кисарой, которая пришла на помощь Аяна. Поскольку бой продолжается слишком долго, Мария проходит через бесконечное зеркало и исчезает, но полиция и бюро по борьбе с демонами знают, что война еще не окончена. Чтобы защитить Аяна от повторного нападения одержимой демоном девушкой, ее держат в конспиративной квартире под охраной полиции. Ее мать Акино Югири, президент компании AAA Different, компании по борьбе с демонами, которая приехала навестить ее и предоставила ей все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно в этот период. Офицер Миками приглашает Шу на ужин и ставит под сомнение его знание определенной конфиденциальной информации. Он заметил, что Шу появился на месте резни мафии до того, как они послали за подмогой и сообщили в бюро. Миками не знает, что Шу часто получает странные письма, чтобы отправиться на место преступления, но он не знает, может ли он доверять Миками эту информацию. 12 лет назад, когда его родители и младшая сестра исчезли, отец Шу просил правительство провести проверку на наличие демонов. Когда его отцу разрешили отправиться туда, его и других присутствующих людей затянуло в океанские глубины. Правительство обвинило отца Шу, поэтому он делает все возможное, чтобы очистить имя своего отца. Миками пообещал ему, что докопается до причин смерти родителей Шу и очистит имя его отца от любых дурных сведений. Офицер Миками и офицер Морган идут к подозреваемому, который повлиял на действия Тони, но встречает его мертвым. Они также увидели таинственную надпись на стене «Еще один человек». С этой вывеской они считают, что это все еще может быть Мария, совершающая убийство, чтобы истребить всех, кто связан с Тони. Но вскоре они соглашаются об обратном. Шу навещает Аяна в ее конспиративной квартире и рассказывает об их прошлом. Шу упомянул, что не перестанет отдавать свою память Кисаре в обмен на силу, потому что он верит, что его сестра все еще жива. Получив эту новую информацию, Аяна решает отпустить Шу и позволяет ему осуществить свою мечту. Она закрыла ему глаза, чтобы Кисара не появилась, и страстно поцеловала его в губы. Когда она увидела, что они могут удержать Кисару подальше, Шу сам прикрыл глаза, и они в последний раз занялись сексом. Но не прошло и ночи, как Мария пришла в конспиративную квартиру и уже почти проникла внутрь. Тогда Кисара остановила ее. Когда они начинают драться, Аяна выходит наружу и хочет ей помочь. Но Кисара останавливает ее, потому что знает, что она была Шу. Тем не менее, она все же вызвалась помочь и попросила Шу встретиться с Кисарой. Когда Шу и Кисара встречаются, она игнорирует споры в своей голове и целует его, чтобы зарядиться энергией. Когда Кисара
Кисара становится полностью заряженной, она собирается напасть на Марию, и Шу добивает ее своей волшебной пулей. Но они обнаружили, что война не ограничилась убийством Марии, так как все еще существовал убийца, которого нужно было поймать. Шарон, экзорцист из Небесного Аббатства, прибыла в город Байрон в поисках Кисары, поскольку Небесное Аббатство известно тем, что она уничтожает демонов, как и бюро по уничтожению демонов. Шарон нацелилась на Кисару, которая также является демоном, но Кисара все еще злится на Шу из-за его романа с Аяна и отказывается вернуться домой. Она также игнорировала все сообщения и плакала в одиночестве в темном переулке. Затем она вспоминает, что Шу потерял память в обмен на силу, которую она ему дала, и поэтому прощает его. Когда она решает позвонить ему, она видит пост в соцсети Аяна в их квартире Шу и в гневе выбрасывает свой телефон. Справедливость, один из членов бюро по борьбе с демонами, вместе со своим напарником отправился на поимку демона и нашел его мертвым. Когда они анализируют причину, экзорцист появляется на месте происшествия и нападает на дуэт. Она стремится найти Кисару и не против убивать людей. Когда ей не удается получить информацию от справедливости, она выпрыгивает из окна, оставляя его умирать от пуль полиции. Следующим местом, где Шарон может получить необходимую ей информацию, является мать Аяна, Акина. Она убила всю охрану офиса и наконец получила доступ. К счастью для Акина, она разговаривала по телефону с Аяна, когда пришла Шарон, и не закончила разговор. Во время беседы с Шарон появляется Аяна и пытается напасть на Шарон, но она оказывается сильнее. В конце концов, она берет телефон Аяна и убегает с ним. Шу не знал, что Шарон получила информацию с телефона Аяна, пока ему не позвонил босс и приказал ему держаться подальше от своего дома. Но было слишком поздно, потому что Шарон уже прибыла к нему домой. Она пинает его по коридору и продолжает бить. Кисара прибыла на место происшествия, Шу потерял сознание, и Кисара вступила в бой. Это был второй раз, когда они столкнулись друг с другом. В первый раз Шу был на стороне Шарон. Кисара сталкивается с Шарон, чтобы защитить Шу, которая уже без сознания лежит на земле. Пока они обмениваются словами, появляется Яна при поддержке спецназа из бюро по борьбе с демонами. Однако, прежде чем они смогли схватить Шарон, она убегает. В это время Шу срочно доставили в больницу для оказания надлежащей медицинской помощи. Бюро по борьбе с демонами исследовало новый ужас в городе и обнаружило, что Шарон одна из 12 самых выдающихся экзорцистов из Небесного Аббатства. Ее навыки исключительны, и она совершает эти убийства не из-за денег, а для защиты своей веры, из-за чего ее врагам так трудно победить ее. Шарон совершила путешествие на середину моря, чтобы захватить товары, поступающие в город. Она загрузила контейнер с демоническим оружием, которое было запасным планом, если она не сможет победить Кисару. С оружием Шарон обладала большой силой и была готова снова встретиться с Кисарой. Она написала Кисаре, чтобы встретиться с ней один на один в заброшенном здании. Когда Кисара прибыла в здание, она была уверена, что Шарон снова потерпит поражение, но была удивлена, когда она появилась в своем костюме демонической машины. Кисара храбро сражалась, но оружие демона было сильнее. Когда Шарон пытается нанести Кисаре последний удар, появляется Шу и уносит ее в другое место. С необычной силой и исключительными навыками Шарон, единственный способ победить ее для Шу и Кисары — возобновить свою силу поцелуем. Кисара сначала отказывается, потому что хочет знать, использует ли Шу ее только для власти или испытывает к ней чувства. Шу уверяет ее, что он бы и не подумал о том, чтобы получить от нее силу, если бы не мог быть с ней. После этого они возобновили свою силу, и Кисара с размахом победила Гандон. Я хотел сказать Шарон.